Представьтесь, как зовут вас? Здравствуйте. Меня зовут Дранишников Илья Николаевич. Дата рождения? 11 марта 1980 года рождения. И откуда вы? Проживаю в Сергиевом Посаде, город Сергиев Посад, Московской области. Московского. Это далеко от Москвы? Это 70 километров. 70 километров от Москвы. Ну, это такой благополучный регион, по сути, да? Москва. По сути, Москва. Благополучный регион считается. Да. Чем вы занимались там? Я работаю кладовщиком. Кладовщиком? Да. В магазине? Нет, на предприятии работаю. Ага. Мы будем пробовать на ваш телефон, да? Да, это я. Все, сейчас отправим туда вашу фотку. А какая зарплата, если не секрет? В последнее время получал зарплату 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Да. Это много для Москвы или мало? Смотря в каком регионе и опять же смотря какие зарплаты и какие у тебя расходы. Ну, мы так слышим чуть-чуть тут по зарплатам, такой срез по всей России. 30, 40, 50, 60 это уже круто. 60 это уже говорит лучше. Да, 60-70. Ну, в целом, ваша зарплата 50 тысяч, она не шибко отличается от зарплат, которые мы слышим по другим регионам. Говорят просто, что в Москве намного выше уровень жизни. В Москве, возможно, уровень выше, но я в Москве не работал. Понял. Ну, это считается, да, не Москва, это 70 километров, да? То есть это все-таки... Все, что за МКАДом считается, уже зарплаты отличаются в разы. О, видишь, вот деталь. Все, что за МКАДом. А вы за МКАДом. Да. А МКАД это что? МКАД — это Московская кольцевая дорога, которая проходит вокруг Москвы. Понял. Все. Там несколько колец уже, да? Теперь Да. ясно. Теперь ясно. МКАД-2, МКАД-3. И вот работали вы кладовщиком. Семья есть у вас? Есть Дети? дети, Сколько детей? 3 детей. Можно возраст? Старшему сыну 20 лет, дочери 19 и младшему сыну 14. Все с вами жили? Нет. Нет. Я так понял, от разных браков, может быть, они? Дочь и сын старшие, они от первого брака. Ага. А вы жили только с сыном? Я жил с младшим сыном. С младшим сыном сейчас. И с новой И с женой? женой, да. Мгм. И что вас не устраивало в жизни? Меня все устраивало. А чего вы сюда поехали? Сюда я поехал, потому что случайно узнал о том, что мой старший сын призвался, то ли как-то, попал сюда, в Украину. Я решил, что надо сюда приехать и как-то либо каким-то способом отсюда его вывести. Ничего, план, конечно, конкретно я не продумывал. Не знал, много чего не знал, когда по ситуации, когда сюда ехал. И вообще, как сюда попасть, тоже не знал. Первый, какой попался способ, это попасть это через военкомат. Так, пришли в военкомат. Да. И что вы говорите? У меня сын? Я ничего им не сказал, просто сказал, хочу попасть в Украину. Угу. И что они сказали? Сказал, пожалуйста, пишите заявление, езжайте. Мы вас только и ждали, да? Да, они только так говорят. Мгм. Ну, рады вам были, короче говоря, Очень. да? Понял. Много таких, как вы, было? В тот день был я один, а так они чуть ли не каждый день одного-двух человек каждый день отправляют. Это лично с нашего военкомата. Ну, это не цифра. Ну, да. Для Москвы. С одного военкомата. А их же много. Считайте, Ну, сколько по Москве, московскому вот этому району военкомата? Смотрите, допустим, в Сергиевом Посаде, допустим, может быть один. Так. Сколько городов вокруг Сергиева Посада? Вокруг Московской области. Ну, я же не знаю, примерно. 100. Примерно 100 городов. 100, Вот вам 100 военкоматов. С каждого военкомата по 2 человека в день. Сколько Да, это 200 будет? человек в день. 200 человек. Ну, 350-400 каждый день по сводкам Вот. погибает здесь. ну, это не цифра. Это, подождите, это вокруг Москвы. Сколько Да. в Москве военкоматов? Ну, откуда я знаю? Я сколько тоже не может могу быть вам сказать, военкоматов? таких цифр не имею. Но тоже в каждом районе, в каждом округе тоже есть свой военкомат. Соответственно, и там 2, 3, 4 человека присылают. Вы хотите сказать, что из Москвы присылают 500-1000 человек в день? В данный момент я могу сказать по моей ситуации. Когда я летел сюда, с Кубинок, нас летело 30 человек. То есть вот это был рейс. 30 человек, это собраны все в один день? Это Несколько были дней? собраны ребята с Карелии летели, с Питера летели, то есть оттуда самолет летел. И нас вот именно с Московской области было 3 человека. Так это о чем? А сколько самолет может помещать в себя? Тот в данный момент самолет, я не знаю, наверное, человек 40 мог помещать. То есть, типа, почти без... А много таких самолетов летело еще помимо вашего? В данный момент один.
Ну, это то была есть- суббота, то есть по субботам они могли рейс отменить или нет, а в воскресенье нету, сказали рейс, то есть с понедельника по субботу у них рейс. Это гражданский был или военный? Нет, военный. Куда вы прилетели этим бортом? А в Белгород, ну, ночью ничего не видно было, за этого не знаю. Где-то в Белгород. Я просто, чтобы закрыть тему по москвичам воюющим, хочу сказать, что их здесь, вот мы провели около 500 интервью, полгода мы их проводим ежедневно, да, это есть интервью, где мы 1 на 1 разговариваем, там 1 с 2, с 10 россиянами мы были разговаривали, 140 человек мы видели перед собой, когда был обмен, зачитывали всех имена и места проживания. И вот из этих вот людей, москвичей, было сколько? 2, 3? Да, человек 5. Ну, были из роты почетного караула, которых называли вы. Да, двое. Да. Ну, это то, что я тоже вспомнил. А еще? И Один да, или 2. Да, 5 человек. до 5 человек, никак не больше. Вы Ну, шестое 5 запишите. человек еще осталось возле БТР, где меня взяли. Да, давайте по порядку. Давайте, да, прилетели. Куда прилетели? Прилетели в Белгород, потом Это отправили. какое число уже было? Это было в этот же день. Полетели 2 часа. Тогда давайте еще по порядку. В какой день вы пришли в военкомат? Ну, дата. Трудовой здесь нет, да. Так, 20. А нас интересует приблизительное время, чтобы мы понимали. Месяц, середина августа, конец августа, начало сентября. Что это Ну, было? где-то было понедельник, это, то есть до 20, то есть в субботу я вылетел, где-то в понедельник я пришел в военкомат. Это сентябрь сейчас? Нет, в августе. Это август. Да. Это То есть Грубо 27 говоря, числа я вылетел, значит, где-то 26... Второго в понедельник вы пришли, и 27 Да, я уже августа вы вылетел. улетели. Да. Хрен Понял, себе, все, да, моментально все Медкомиссия была произошло. какая-то? Не было ни комиссии, ничего. Проверки какие-то, психологические проверки. Ничего не было. Тесты. Единственное, что медкомиссию, которую здесь проводили, это здесь в дивизии, там сидел какой-то фельдшер, то ли врач, я не знаю, спрашивал, что у кого, что болит. И если все нормально, то все, свободен будет. Я видел здесь людей, у которых и сколиоз, и плоскостопие, и как его, дистрофия, все вот эти вот болезни, которые не призывного возраста. И они здесь есть. Мы Таких я видели тоже здесь снайперов без пальцев Это я уже слышал. и настолько косых, ну, не косых, с настолько плохим зрением, что они номер увидеть не могут вот так вот. 1%, подносят. как это болезнь Да называется? я не помню, просто я поэтому и не хочу говорить точно, потому что я точно не помню. Я вот Ну, показываю, как человек, Я снайпер, знаю. Я пытается таких номер тоже увидеть. видел. Хорошо, 27 августа вы приехали в Белгород. Вас уже переодели или у вас там? Нет, одели нас 28 числа днем. Воскресенье. Да. Что вам выдали? А вот форму от Юдашкина, как они ее называют, с 2011 года. Почему Юдашкина? Да. Ну, так они ее называют. Юдашкин ее разработал. Это не фейк, это реальная история. А, Да. может быть. Да, Да, то есть- Минобороны наняла за безумные, там еще скандал был. За безумные миллионы он разработал ему форму. Это вот эта вот футболка? да? Нет, футболку это я купил себе сам. А где Юдашкин? А Вот это штаны вот. Юдашкина? Да. В принципе, ничего не изменилось, только какие-то... Прости господи. Да, Прощаю. есть такие варианты. В общем, выдали форму, зимний бушлат, зимние штаны. Зимние? Да. Уже? А, ну вас надолго собирали. Нет, ну как забирали? Все-таки сентябрь Да. на носу. Да. Я так думал, они уже подозревали, что мы, хотя не знаю. Потому что фляг для воды не выдали, лопат, то есть никаких не выдали, то есть ни лопаток, ничего. То есть выдали только одну форму и все. Ну и то хорошо, спасибо. Да, скажешь. форму, ботинки. Ну. Броники. Бронежилеты выдали уже где-то поближе здесь. Ватутинки или как она называется? Нет. Автомат. Алуевка. Валуевка, да. Автомат. Валуевка. Автома- Валуевка. Валуевка, да. Автоматы и бронежилет с каской выдали в Валуевке. Да, когда вы подготовка была какая-то? Ни стрелковой, ни ничего здесь на территории России не было. Нам не Вообще? выдали, вообще, нам не выдавали ни патронов, ни это, вдруг мы стрелять начнем. Ну ты Не же выдавали слышишь это. число, которое он говорит. Он пришел и на следующий день полетел, правильно? Да. Не, он пришел в понедельник, в субботу улетел, в воскресенье его переодели.
И в понедельник, я так понимаю, Еще раз, как было? Когда вы пришли и через сколько вы Я улетели? пришел в военкомат. И это... Можно секундочку? Да. Вы можете написать в WhatsApp, чтобы это Я уже просто... написал, ваш номер был в сети вчера в 21:52. Угу. Отправил Всё. вашу фотографию, я в процессе. Все. Вы у меня уже... Все. Это во-первых. А во-вторых, хочу вас успокоить. Судя по всему, вы здесь не на один день, Это я и мы догадываюсь. здесь тоже время от времени Я появляемся. понял. Поэтому он напишет. Всё Даже если хорошо. после нашего разговора спишется, вас поднимут, поговорите. Все, большое спасибо. Мы, в отличие от вашего командования, Я всегда уже- держим свое слово. Я уже это вижу. Как еще раз? Потому что мы что с Димой сами же Что у вас забыли. конкретно? Вы пришли и через сколько вы улетели? Через 5 дней. Нет, это я то, что пришел с это, мне сказали, вам нужно ли время на увольнение, то есть с работы. Надо же уволиться с работы официально, я пошел, уволнялся с работы, то есть отработал смену, официально уволился с работы. Но за это время ничего не делали? Ничего не делал. Понял. Потом вы пришли и... Да, просто пришел 27 числа за это, и меня отвезли в Кубинку. Все понял теперь. Значит, и в этой Валуевке вам выдали форму просто. Нет, в Алуевке уже выдали автомат и бронежилет. Автомат и бронежилет. Повели на стрельбище. Нет. А что вы там делали? Просто сидели, ждали, чего непонятно. Мы должны были подписать в этот день, 28 числа, контракт. Нам пришел какой-то сотрудник обороны и сидел с нами, подписывали бумаги о том, что кто мы, то есть такой-то, такой-то, контракт. Никто, в принципе, контракт не читал, что там написано, никто ничего так и не удосужился прочитать. Вот, просто поставили подписи, сказали, ваши контракты будут переданы куда-то в дивизию. Вы не читали контракт? Нет. Глупость, да. Он большой? 2 страницы, с обоих сторон. Формат А4. Каким шрифтом? Я бы сказал, 12 или 14. То есть получается 4 страницы. Нормальный Да. текст, 4 страницы нормального текста. Да, Да. да. Но вы их не прочитали. Нет. И ключевые моменты даже вы не прочитали. Даже ключевые моменты. А по зарплате? Я спросил про зарплату, сказали, что в контракте сумма зарплаты не указывается. А процесс выплаты? И Сказали, периодичность? с 10 по 20 число будут выплачивать зарплату на те счета, которые мы предоставили, если они оформлены лично на нас. А вы в курсе, что этого не происходит на самом деле? Я в курсе, потому что, точнее как в курсе, понимаете, если я был писарем в 2000 году, я знал, как все это происходит, процедура. Пока писарь не составит список, пока не сделает эти все документы, не подготовит приказ, пока начальник штаба этот приказ не подпишет, пока этот приказ не будет доставлен в дивизию, и никаких выплат не произойдет. Сейчас. Тут и я просто начальника штаба я видел 3 раза. из общения с вашими людьми мы просто слышим, что люди здесь по несколько месяцев отвоевали, Может быть. зарплаты так и не увидели. Но давайте тогда, как в кино, 2000 год, Давайте. писарь. Это вы где служили, воевали? Удостоверение Где вы воевали писарем? боевых. Я служил в войсковой части 67-67 в 2000 году. Извините, разворот показывать не будем, потому что YouTube у нас очень Любит. очень серьезная платформа, которая не любит таких вещей. Так, обложку показали. Интересно, Telegram. Ссылочка в описании, где-то там ссылочка на наш канал. Так, вы в 2000 году служили, значит, где? Да. Служили мы в Хабаровске, нас подняли по тревоге и вывезли в этот, плановый выезд, плановая замена другой части. Мы приехали, встали на горе и стояли там. Где на горе стояли? НП Балансу. Населенный пункт Балансу. Это было- где-то на границе находится, где-то какая часть России или что это такое? Это был Дагестан. А, это Дагестан. Угу. И в связи с чем вас туда отправили? Как же там написано? Контртеррористическая операция. Контртеррористическая операция? Да. Да, у них было так, реально. Контртеррористическая операция. Это как-то связано с Чеченской войной? Да. Да. Это и была Чеченская война, получается? Ну, судя по А- фотографии, вы молодой и спортивный. Какого? Это мне 20. Да, какое
отношение писарь имеет к выполнению контртеррористических заданий? А скажите, какое имеет это отношение повар или, допустим, механик-водитель или, допустим, извините, уборщик сортира к военной операции? Понял. Принимали непосредственное участие? То есть я был за территорией, где и стреляли, и взрывали, и убивали. То есть вы принимали участие в военных действиях, боевых действиях? Я находился на той территории, Так. но это не означает, что ты мог стрелять или убивать кого-то. А что вы конкретно там делали? Ввел документацию части. Документацию части. Угу. Ну тут ничего конкретно не сказано вообще. Ну, по идее, тот, кто вел документацию части не должен получать участника боевых действий. Ну, Почему? смотрите, Уже был. сейчас у нас по телевизору также объявляли, что любой даже человек, который был сейчас на территории Украины во время, извините, на территории Украины во время вот этой специальной операции, имеет теперь сейчас получше статус ветерана боевых действий. А можете рассказать, тут написана фраза «удостоверение бессрочное и действительно на всей территории Российской Федерации». О каких льготах идет? Предъявителю настоящего удостоверения имеет право и льготы, установленные пунктом 1 статьи 16. Это какие льготы? Ну, то есть что оно вам дает вот на территории? На территории Российской Федерации, если, допустим, ну, опять же, каждый регион устанавливает свои льготы. Ну вот вы жили в обычном... В Московской области, да? Да, Московской области. Вот. Это подразумевается, что у меня компенсация коммунальных услуг, то есть это 50%, ну почему-то только меня, а не всей моей семьи. Хотя написано по закону было меня и все и военнослужащего и членов его семьи. То есть жена, дети, все считается. Но почему-то только меня рассчитывалось. Это типа из серии заводу приходит счет 3000 рублей, но не 50% от 3000 рублей, а только конкретно вашего кусочка. Только от моего кусочка 50%. Так обманули, получается, наверное. Ну, может быть. Ну, Ну, а еще коммуналка раз. Что еще? Коммуналка 2. Ребенок имел льготу поступления в садик бесплатно. Ой, не бесплатно, а вне очереди. Работает эта норма? Работает. Да. Работает, в садик попал. А в школе он имеет это частично бесплатное питание. То есть дальше есть какая-то, как она называется, выплата денежная, каждый месяц выплачивается. За вот эту бумажку? Да. Ну, сколько денег? На самом деле, мне не интересны эти детали, но мне интересно, за что россиянин идет умирать. Какие ему плюшки нужны в деньгах, чтобы вот во сколько вы цените свою жизнь? Ну смотрите, когда вот это чтобы... Потому что были люди, которые говорили, я шел сюда для того, чтобы получить вот эту вот корочку. Ну смотрите, вот за эту корочку сейчас еще людям пообещали, что они теперь, их дети могут поступить в любой институт, это без этого, как его... ЭГЭ? Нет, не без ЕГЭ, но то есть сдаст экзамены, но вне конкурса. Допустим, с этим удостоверением я 4 раза поступал в институт, я просто не смог дальше учиться. Потому что там либо надо учиться, либо кушать. Вот. А ты поступаешь в научное отделение, ты не сможешь дальше учиться. То есть, либо когда ты будешь зарабатывать себе на еду. То есть, я поступал с этим удостоверением вне конкурса спокойно. То есть, если были бюджетные места, моих мозгов хватало, я поступал в институт. Понял, все понятно. То есть, опять же, бесплатный проезд тоже, то есть, который, если по Московской области, мне экономил почти 8 тысяч рублей. Короче, нормальные плюшки. Ну, хорошая плюшка. За них стоит идти умирать. Нет, я, понимаете, когда я за ней, я ее в 2000 году, я ехал не за этой плюшкой. Я про нее не знал. Мы не знали, что о том, что надо будет платить деньги. То есть, это, извините, что вы хотите от детей, 18-летних, которые выросли на фирме офицеры, и у которых вот там было сказано, ребята, вот там вот наших надо ехать и спасать. Собрались, молодежь собрали, 18-20-летнюю, и повезли. Понятно. Все, понятно. Понимаете, вот это вот то, что у вас происходит, что у нас происходит, что обрабатывается население со всех сторон. Считается, что... Это к Владимиру, он по этой теме, у него
Вы закончили, Дмитрий, с льготами, бесплатными проездами, детьми в садике и всем прочим? Спасибо. Что значит обрабатывается население и у вас, и у нас? Ну, смотрите, с точки моей зрения, которой я смотрю телевизор, у нас по нашему телевизору не показывают о том, что у нас есть потери. У нас по нашим новостным... Нет, это мы сейчас дойдем. Меня интересует больше, я неправильно даже, видимо, спросил. Что значит у нас обрабатывается население? Я не могу сказать, как у вас обрабатывается население. Ну, допустим, когда я был в 2014 году здесь на побережье моря, в Ейске отдыхал, когда упал самолет, если помните, был такой, мимо пролетал самолет, его сбили ракетой. Только никто до сих пор не знает, кто и зачем и как. Боинг это? Да. Ну. Чего Вот. никто не знает? Все знают, что вы здесь. Может быть. Хорошо. Пусть так будет. Стоп. Никто не знает из тех, кто никогда этим не интересовался. Идет судебное расследование, и есть ряд установленных фактических вот сейчас вы данных. сказали, что все знают, что это мы знаем, да? А с той стороны, на России, знают все, что Правильно. все Но мне знают, что это резануло вы знают. Мне резануло слух именно тот факт, что и у вас, и у нас людей обрабатывают. Мне интересны ваши познания о том, как у нас обрабатывают людей. вот Боинг поняли, Я вам привожу обсудили. пример. Давайте дальше. Просто пример, с которым я столкнулся в 2014 году, когда я отдыхал здесь на побережье моря. Так а в чем заключается пример? Что Упал самолет. Не упал самолет. Самолет этот сбили, и сбили его с оккупированной территории, что четко установлено. Сбили его российским Давайте оружием. я сначала мои факты послушаем, а потом будем слушать вас. Давайте. Вы же хотите услышать мою точку зрения? Я вам объясняю то, что это. Вы просто сказали неизвестно, я вам говорю то, что я знаю из известного. Давайте. Я говорю, это то, что Хорошо. вам известно. Да. И в тот момент, когда я находился на отдыхе, на море, у нас телевизор ловил пару каналов украинских. Угу. Вот. И, понимаете, там в новостях репортеры говорили с таким, так вот, что как будто чуть ли не сам Путин стоял с базукой на берегу моря и стрелял в самолет. Вы имеете в виду преувеличение информации, да? Гипертрофировались. Может быть. Подачу этой информации. То есть вот такую я информацию услышал от репортеров украинской прессы. Понял. Как вы думаете, если бы украинские войска зашли на территорию России, оккупировали часть ее территории, и с этой оккупированной территории сбивали международные рейсы, как вы думаете, Россия бы подавала бы тоже бы преувеличивала эту новость? Я тоже думаю, тоже бы с эмоциями? Наши тоже преувеличивают, и очень много. Не, я просто имею в виду, что, на мой взгляд, чуть ли не Путин за этим стоял, да? Ну, очень сложно сейчас говорить о том, чего мы конкретно не слышим, да, во-первых. Но давайте уже туда вернемся к 2014 году. Крым. Крым аннексирован или нет? Я не знаю, что такое слово аннексия, аннексирован или еще что-то в этом роде. Читай с толкового словаря. Аннексия. В международном праве насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Согласно современному праву, аннексия является одним из видов агрессии. В настоящее Ну все, время понятно. причем Ну, вы поняли, международное да? право Присоединение в одностороннем порядке одной страной территории другой страны. Крым аннексирован? А разве не был референдум, который, Нет. что крымчане сказали, что мы хотим перейти в это? Не было. Был, говорят. Нет, подождите. Был или говорят? Говорят, что был. По какому закону проводился этот референдум? Я не могу знать, я не политик. Я простой рабочий, который не вдавался в такие это. Я знаю, что незнание законов не освобождает от ответственности. Но в такие большие далекие дебри я не вдавался. Давайте я вам сейчас покажу, что было с Крымом, как не политику. Вот у вас есть пауэрбанк. Так. Да? Вот я подхожу к вам. А ну отдай. Ну я понимаю, вы килограмм 120 весите, да? Ну представим, что вы 50 весите. Ну хорошо. А я 150. Хорошо. Я подошел, так забрал, вы ничего мне не можете сделать. Забрал у вас пауэрбанк. Я говорю, он мой. Все. Ну. Ну вот это Крым. Это я вам объяснил, как не То есть политику. это произошло так вот, как бы, Ну, как, вот это так с произошло. вашей точки Да. зрения. Нет, это не с моей точки зрения. Потому что если бы вы не говорили все время «я не политик» и так далее, а мы могли бы с вами... А теперь давайте посмотрим то, что преподнесли в России по каналам СМИ. Давайте.
Что произошло, что произвели референдум, крымские люди, жители, которые жили на территории Крыма, единогласно проголосовали о том, что они желают присоединиться к Российской Федерации. Да. Вот это было по... Мы рассказывали, за что купил, за то продал. То есть Да, то, я что понял. преподносит... Я просто не пойму, вы политик или не политик? Нет. Не политик. Нет. Но вы меня понимаете, вы меня хотите сейчас это своими фактами. Я вам говорю о том, что у нас есть разные средства массовой информации, что у вас, что у нас. Нет. Есть Нет. разные средства массовой информации, Разные. а есть факты. Есть Когда факты. я начинаю говорить про факты, вы говорите, я не политик, и начинаете мне рассказывать, что по вашим средствам массовой информации. Что? Так вот, я вам и рассказываю, что Вот. я не политик. Я Да, но что преподносят нам по телевизору, это одно. А то, что преподносят по А вашим... то, что было по факту, это другое. А по факту я с по вами факту? говорить не могу, потому что вы мне отвечаете, я не политик, понимаете? Да. Ну. Я не могу, понимаете, факты. Факт. Что такое факт? Факт — это то, что реально произошло. Опять же, вы сами знаете такую историю, поговорку, историю пишут победители. Так же? Историю пишут победители. Разве не так? Поговорка такая существует, Существует. безусловно. Так вот, в данный момент, кто сейчас, в тот момент, вроде как получается, Россия она расписала, что они вот сделали так. Сейчас вот победа происходит на вашей стороне. Сейчас будут переписываться истории, что уже будет по-другому. Найдутся люди, которые скажут, что они не голосовали, еще что такого. Мы уйдем очень далеко, если мы Да. будем опираться на поговорки. Ну, В конечном счете, да? хорошо. То есть, смотрите, есть факт. Есть. Я вам задаю вопрос. По какому закону, при каких наблюдателях, с чего согласия, с чьей подачи вообще проводился этот референдум на территории Крыма? Вот это то, что я говорю, это реальные факты. Этого я не знаю. Вот. То есть о фактах мы с вами говорить не можем. Если вам интересны факты, я вам объясняю. Зашли российские войска под видом зеленых человечков и под дулами автоматов провели псевдореферендум. Как они проводят эти референдумы, мы знаем. Это печатаются бланки, там на них ставятся сразу же росписи, предварительно проводится перепись населения. Для картинки самые там, действительно желающие туда прийти приходят, создается картинка для телевизора, что вот действительно люди пришли проголосовать. Все. Вот это весь ваш референдум на фактах. А еще один факт, это то, что ни одна страна мира не признала этот референдум. Кроме вашей. И там вот это Абхазии какой-то там. А как же Косово, Черногория? Черногория не признала. Не, я не про то, когда Косово бомбили. Давайте мы же говорим про Крым. Хорошо. Назовите мне хоть одну страну мировую, вообще любую страну, кроме Рашки, которая признала референдум, который провела сама под дулами автоматов. Я не знаю. Потому что их нет. Все просто. И какие бы факты ни говорили, вам по новостям рассказывают одно. Есть международное право, есть мир цивилизованный, есть еще 4 или сколько там уже, 7 миллиардов человек, из которых отнять 140 миллионов Рашку. И все говорят, это аннексия. Все. Ну, то есть я предлагаю тему с Крымом закрывать, потому что она бесконечна. Она бесконечная и Да. Вы опираетесь на свой телевизор, а Я мы пробуем опираюсь, опираться да, на факты. да. И в этом большая разница. Соответственно, мы Почему начали с говорю? вопроса- У нас неполнота информации у каждого. То есть нас с полнота, нашего- а у вас, нет, у вас нет. Я неправильно опять выразился. У меня неполная информация, Хорошо. которой я владею. Вот это другой это вопрос. другая история. Вот это другой. Понимаете, да, что у нас добровольная беседа? Да. Да? То есть вы контраргументируете, мы Да. контраргументируем. Потому что когда наши попадают в Россию в плен, если они говорят что-то не так, как хотят россияне, то им бьют стулом по голове сразу же. Ну, если вы меня ударите стулом по голове, какая же будет дальше добровольная беседа? Верно. Поэтому мы не Верно. берем стул. Именно поэтому у нас то, что мы делаем, это беседы или же интервью, как хотите, можете называть. А то, что делают россияне, когда наши бойцы стоят из бумажки вот так вот читают, это совсем другая история. Это отличие, Дима. Ну реально. Это отличие... Там не был, не могу сказать. Нет, я вам могу показать, как они снимают с нашими бойцами видео. Не Это надо мне отличие этого. подачи информации, опять-таки, да? Я понимаю. То есть есть пропагандистская подача информации, а есть вот действительно попытка сесть и обсудить, да, вот текущие проблемы. Почему начали мы про Крым говорить, я уже, даже если честно говоря, сбился, потому что мы пошли Мы от начали- Чечни про Чечню, да. Да, мы начали про Крым говорить потому, что я завел тему о том, что у каждой страны есть своя
И потом мы пошли про самолет, Да, и потом мы прошли про дошли Крым. до туда. Дальше у нас идет, естественно, после Крыма, или же одновременно с Крымом, у нас начинается Донбасс. Что вы знаете про эту проблему? Про эту проблему я не знаю ничего. Единственное, что мне Сан Саныч рассказал недавно, что переведу на свой язык, который то, что понял я. Кучка, извините меня, Можно материться, можно, да? не слишком мобильно желательно, Ну, так, хотелось если бы, да. надо вставлять, то пожалуйста. Короче, каждый хотел быть своим царьком. Захотел какой-то клики стать царьками, и они залезли туда. И это с точки зрения Сан Саныча. И они пришли и сели там править. Захватили власть. Можно немножко обширнее, так чтобы вам было понятно. У вас же про Майдан очень много говорили. Про Майдан практически, смотрите, то, что даже если показывали, если честно, я не стараюсь не смотреть новости. Сильно много. Ну, я тогда кратко. Майдан – это раскол, так или иначе, это раскол в обществе. Определенный происходит. А Россия заходит в Крым, как я вам только что объяснил, Да. достоверно Я можете понял. это проверить. И тут же она заходит на Донбасс. Раздает там кучки вот этих вот, кого она там выбрала, флаги российские. Они появляются десятками тысяч сразу же одновременно в разных местах. Да? И через инициативные группы ставят свое марионеточное правительство. Одновременно туда же. И это фактически зафиксированные данные на видео. Туда заходят колонны российской техники. Российские системы ракетного залпового огня в том числе. И происходит оккупация вот этих вот регионов. Частично Донецкой и Луганской областей. С этого момента там находится марионеточное российское правительство, которое Россия к тому же и меняет, и устраняет каких-то псевдолидеров, если они им не выгодны, ставит других на их место. Это знаю я, это знают жители Донбасса того же, если они посмотрят правде в глаза. Я думаю, я с ними много здесь общаюсь. Они со всем этим абсолютно и не спорят даже. И фактически с 2014 года, начиная вот эти вот территории, которые сейчас Россия объявила якобы независимыми, фактически, я не знаю, какая у них там ставилась цель, присоединение, не присоединение, они фактически все это время находились под оккупацией России, и это знают все. То есть в 2022 году, а тут еще надо сказать, что статистика жертв за 19, 20, 21 год говорит о том, что жертв ни с одной, ни с другой стороны по линии разграничения этих оккупированных территорий фактически не было. То есть конфликт шел к заморозке, никто не воевал уже. Все стояли на своих позициях, и даже был обоюдный запрет на обстрелы. И вот в 2022 году один сумасшедший бункерный дед решил, что нужно повоевать всерьез. И это было объявлено защитой того самого Донбасса, да, тех самых регионов, на котором, еще раз подчеркиваю, 19, 20, 21 год уже ничего не происходило. Да? Но тут каким-то непонятным образом российские войска оказываются в Чернигове, в Харькове, под Киевом и даже несколько танков в самом Киеве. Как это можно объяснить? Не могу, не знаю. Но это же фактические данные. Вы знали об этом? Нет. Вы не знали, что российские войска находились под Киевом? Нет. Вы не смотрели телевизор, ни паблики, вы отрезаны от Нет, окружающего в данный мира? момент, в тот момент я был немножко занят другими делами. То есть, вы понимаете, у меня на даче нет телевизора. Я когда проживаю на даче, то есть я телевизор не смотрю. А это практически, считайте, с марта месяца. То есть я с марта месяца без информации откуда-либо. Поэтому, к сожалению, не повезло, я не могу сказать, что происходило вообще в мире. Так иногда где-то там на работе с ребятами сидим, обсуждаем, все. Ну, довольно сложно говорить о общих вещах с человеком, который не имеет никакой информации вообще. Ни односторонней, ни двухсторонней, вообще никакой. То есть, если бы вы знали эту информацию хотя бы с пропагандистских российских ресурсов, было бы о чем говорить. Да. А так вы вообще не знаете эту информацию. Ну, в данный момент, да, это получается мое упущение, потому что не интересуюсь, что творится в мире. Я так думаю, это большая часть россиян также
Никому Я ничего не думаю, интересно. я уверен, я это знаю. Это так и правда, это так и есть. Я думаю, уверен 100%, что молодой человек говорит не совсем корректно. Илья Николаевич ехал, если мы помним, За сыном. за сыном. И Да. я думаю, а почему вы ехали за сыном, если вы не знаете информацию? Ну, то, что в феврале я слышал о том, что Ага. началась военная Да. операция. Вот. То, что в связи с военной операцией многие производства, предприятия стали меньше работать. Это лирика, дальше. Это все лирика. Да. Вот. Зачем вы хотели забрать сына отсюда? Мы просто еще не дошли даже до Нет, того, так он что... же говорит неправду. В каком смысле? Ну, что вы не знали, что здесь происходит. Я, понимаете, я был на Кавказе, и что такое война, и что такое юношеский максимализм, я знаю. Поэтому я хотел его забрать, и чтобы лишнего ничего в голову не прилетело. То есть вы знали, что здесь полноценная война? Нет, я догадывался. Но, понимаете, любая, как вам сказать, любая военная операция подразумевается смертью. Согласны? Ну. Нет такого, чтобы где-то что-то как-то, кто-то кого-то не застрелил. Нет, смотрите, Вова говорит, что мы еще к этому не дошли. Ну, мне не нравится вести беседу, когда вы говорите, что вы вообще не знаете, что происходит, но при этом вы рвете забрать сына с военной операции. Да. Это противоречит даже здравой логике. Я уверен, что вы смотрели новости, Ну, смотрели смотрел, но не каждый. телеграм-каналы, видели все, что здесь происходит, а сейчас говорите, что вы ничего этого не знаете. Смысл продолжать беседу, если вы обманываете в базовых каких-то... Подождите, я не знал о том, что, допустим, наши танки ездили по Киеву, я вот об этом я только сейчас от вас услышал. Ну, опускаем там. Хорошо. То, что какое еще вы сказали, что... Чернигов, Харьковское направление, Сумское направление. По моей информации, то, что я слышал по телевизору, наши войска вошли только в ЛНР, ДНР. Тыц-пиздец. Ну, по всем каналам российским трубили об этом, обо всем просто Может быть, так бесконечно. получилось, что я это пропустил. Ну, Дим, Я ну всё что ты понимаю. хочешь? Ну, хорошо, это же на рассуждение зрителя. Да. Ну как ты? Всё, Ну, вопросов. вернемся к беседе, к нашей нормальной беседе последовательной. Вы сюда ехали в Украину, чтобы сына забрать. Да. Правильно? Сын ваш когда отправился сюда? В мае месяце ориентировочно. В мае месяце. Да. Вы с мая месяца следили за тем, что происходит? Я о том, что он здесь, узнал только в августе. Числа Понял. 15-17. А вы вообще общались с сыном? Нет. У вас проснулись отцовские чувства в один момент, и вы Они решили... никогда не спали. Я всегда старался знать, что с ним случился, Происходит. как он, да. Мгм. Через косвенные источники, то есть через друзей, через знакомых, но лично с ним конкретно мы не общались. Мгм. Как ваша жена отнеслась теперешняя? Какая? Теперешняя, Вторая, да. она не очень это восприняла. Не очень положительно, да? Да. Но, тем не менее, не воспрепятствовала. Или она не могла? Она не могла. Вот вы сказали так и все, да? И Да. поехали. Мгм. Понял. Итак, мы остановились на моменте вашего выезда из Валуевки. Куда? Из Валуевки подождите, Валуевка сюда. То есть мы сюда, нас погрузили на КАМАЗ, и мы поехали в сторону Изюма. Нам вот сказали, что мы едем в Изюм. Мгм. Город Изюм, как таковой, я и не видел. Потому что мы всегда ездили в затентованном КАМАЗе. Нас привезли в лесополосу. Точнее, даже не лесополосу, а лесные посадки. Это разграничение между полями, чтобы лесозаградительное, когда снег идет, чтобы не пересекал, снег оставался на полях. Вот, в эти посадки нас привезли, сказали, выгрузили. Водитель, как обычно, я так понял, перессал, что дальше не повез. Сказал, говорит, и дальше, ребята, пешком идите туда дальше. Мгм. Вот. Ну, мы пошли, собрали вещи и пошли куда-то вперед туда искать. Приехали, потом пришли, нас построили, и каждый сам себе командир начал назначать, кому в какую часть, кого, то есть куда-то. То есть как самого таковой части, строевой части я не видел. То есть куда нас привезли. То есть не было ни казарм, ничего. Просто привезли в лес, высадили и сказали, вот здесь вы будете служить.
Когда мы просидели полдня, то есть никому мы нафиг были не нужны, нас отправили, сказали, идите туда дальше вверх, по лесопосадкам, найдете себе место, там и ложитесь, отдыхайте спать. То есть на следующие сутки только Сколько у вас было людей? в первый день привезли 30 человек. И так вы группой этой шли? Ну, практически, да, расползлись по лесу, лесопосадкам. И кто С упал, другими группами вы не соединялись? Вот так и шли 30 человек. Ну, там лесопосадка-то всего по километра полтора, получается, или 2. Так, а задача у вас какая? Прочесывать лесополосу? Ничего, просто приехали, привезли. Никакой задачи, никто ничего не поставил. Подписали контракт, привезли на территорию Украины. Так. Высадили и сказали, сидите, ждите, к вам придет командование, вас все вам скажет. Так. Вот. И вы, как человек, который приехал с сына, Пошел спрашивать, где тут, кто, есть ли тут такие, служат или это. Мне сказали, здесь таких нет. а у кого вы спрашивали? У всех, кого встречал по дороге. А они там просто передвигались хаотично как-то или что это было? Никто не передвигался, просто все сидят и ждут. Чего ждут, непонятно. Я понял, вы говорите, вы у кого-то спрашивали. Да. Вас прибыло 30 человек. Да. Вы, очевидно, спрашивали у кого-то... У кого кто? У офицеров спрашивал, которые попадались на дороге, то есть, или по дороге. Мгм. У них спрашивал, не попадался ли им такой вот военнослужащий такой-то. Мгм. Говорят, что нет, такого не встречали. Все. Соответственно, думал, спрошу в следующем, может, где-нибудь там вспомнится. Вы так себе это и представляли, когда ехали в Украину в его поиск? Да, Хотите спрашивать? да. А как вы себе представляли масштабы военных действий? Я не думал, что они Километрах. настолько большие в километрах. Ну, сколько вы думали? Это 10 километров протяженность фронта, 15 Ну, километров? максимум километров 50, это максимум. В максимум 50 Да. километров представляли себе протяженность фронта? Да. Дмитрий, ну, понимаешь, да? То есть мы же не знаем, насколько этот человек верит в то, что говорит, или насколько это правда. Но если это так, то я еще себе логически могу предположить поиск сына на Ну, протяженности фронта. да, на небольшом участке. Да. Да. То Кто-то есть я где-то бы- что-то видел, Да, слышал. кто-то бы видел, где-то слышал, то, что ребята оттуда-то приезжали, оттуда-то бы спросил бы, где, вот, а там такие-то служат. Добрался бы до тех бы, там и спросил. То есть, А реально вы представляете или вам карту показать? не надо, я уже догадался, что это очень большое побережье. Ну, большая протяженность границы. Вы были в Харьковской области, правильно? Да, Это никак не Луганская, не Донецкая, нет. да? То есть я даже не знал, где, извините меня, город Изюм находится. Да, видите? Потом идет Луганская, потом идет Донецкая. Это областя, это Это большие области. огромные областя. Ну, некоторые из них равняются странам целым, Верно. понимаете, европейским. Вот. Херсонская область, Запорожская область. Это все области, в которых происходят военные действия. Понимаете, я-то думал, что у нас только военные действия, извините меня, в Луганской и в ДНРской. И больше нигде. Я слышу, что вы говорите, я просто не представляю, насколько надо быть отрезанным от общей информации, чтобы в это верить. Ну, значит, так вот и есть. Ну, это надо быть напрочь просто отрезанным от общей информации, реально. Либо настолько не интересоваться то, что показывают по телевизору, и считать, что все, что там показывают, это вранье. Большую часть. Мне, ну да, возможно, если так, как вы говорите, это так и есть, то, ну, возможно, я не представляю себе этого, но логику ваших мыслей, в общем, я могу себе представить. То есть это человек, который реально пришел с работы, ушел на работу, в промежутке поел, включил телевизор, может быть, его даже посмотрел, но чисто так, я даже не знаю зачем, для визуализации какой-то картинки просто, потому что все, что там показывают, это вранье. Ну так примерно? или Ну, как? мультики посмотреть, кино посмотреть. Все. Новости зачем? А вы и новости-то особо и не включаете. Все, ну теперь, ну я ж... Знаете, в Московской области только кажется, что там зарплата хорошая и все остальное прочее. Но если твой график состоит о том, что ты просыпаешься в 6 утра, на рабочем месте ты уже должен быть в 8, работаешь, есть графики сутки, есть график это, суток ты придешь, считайте, сутки твоей жизни выпали, потому что ты еще раз отсыпаешься. У тебя еще, если есть вот график сутки трое, то 2 дня у тебя еще надо что-то сделать по дому.
Там же самое деревня тоже, ну, или это там что-то посадить, что-то пока вскопать, что-то перестроить, это когда телевизор смотреть? Не могу не спросить, каким телефоном вы пользовались? Ну, этим, как его, Samsung. Сенсорным. Ну да, А какие у вас установлены были мессенджеры на нем? мессенджер. Ну, WhatsApp, да. ВКонтакте. ВКонтакте я заходил очень редко. Одноклассники тоже туда практически не смотрел. Потому что, ну, Ага. А Телеграм? Телеграм, книжки там читал. А в Телеграме, опять же, я так понимаю, что если ты в Телеграме что-то, надо подписываться на какую-то группу, а ну для этого надо знать ее хотя бы. Да. No comments. I have no comments. Окей. Sir. И вот вы находитесь в этой посадке, в которой у вас нет ни конкретных задач, ничего. Ваши Да. действия. Сидим, ждем дальше. Что придут старшие, назначат на должностя, на машины там или еще чего-то. Потому что если вы видели мои документы, там у меня водительские удостоверения категории Б, С, тракторист. То есть думал, на какую-то технику я все-таки смогу сесть, и чтобы потом ездить. Вот этих 50 километров прокататься, которых Да. вы себе представляли, сына найти. Ну да. Ну, кино. Ну хорошо, пусть будет кино, ребята, но все сюжеты берутся У откуда нас, из жизни. Не, да. я вынужден перебить очень. Давай. У нас просто попадаются люди, которые как будто там застряли там в 90-х каких-то там, в нулевых, которые не видели дальше там своей квартиры чего-то, его поймали, куда-то отправили, и он дикий какой-то, рассказывает, что Восточная Германия от Западной отличается там чем-то. Вы были за границей? Нет. Ну вот, а почему? То есть он Не до сих хотелось. пор не понимает, что они соединились, эти. Нет, то, что Западная Две Германия, это в 90-х Это годах. ваши коллеги, которые рядом с вами находятся. Ну, опять, вставка немного не в тему. Да в тему в том, что они вырваны из жизни, хотя вроде как Московская Ну, область это же должен так быть- понятно из контекста нашего разговора. Ну, понимаете, мы вырваны из жизни, говорю о том, что либо ты приходишь с работы, Хорошо вы живете? ну, я бы не сказал, что я живу плохо. Опять же, что подразумевается хорошо или плохо? И опять же, какие у вас желания, у вас потребности или что вы хотите? Вы Хочешь- хотите есть каждый день красную икру, значит, это... А у меня такого желания нет. Ну, если я ее не ем, значит, ну, У вас есть желание за границу куда-то съездить? нет. Ну, А чего я там не видел? Ну, или чего я там хочу увидеть? Если честно. ну, мир посмотреть, себя показать, пословица. Ну, вот в данный момент я себя показываю сейчас по вашим каналам. Мир посмотрели, за границей побыли. Вот. Да слушай, ну ты уже действительно сбиваешь на какую-то бытовую какую-то тему. А что для вас вообще считает, ну вот что вы считаете? Или давайте так даже, например, что вам для счастья хотелось бы? Чего вам не хватало для счастья? У меня все есть. Вы счастливый абсолютно человек. Ну, практически, да. Все, тогда понятно. То есть у меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть квартира, у меня есть дом, теперь у меня еще и внук есть. Поздравляю. А так, чтобы у вас, например, в жизни хватало немножко времени на какое-то саморазвитие, помимо работы, такого не хотелось бы вам? Или не то, что на саморазвитие, а на познание чего-то нового? Я читаю книги, но я читаю в основном книги беллетристику, то есть ну, сказки. В целом, ну, хорошо. Это ваши интересы. Это ваш Собираю модели кругозор. там, или еще что-то свободное от работы время. Да. Вообще, так вам скажу, за рубеж оно интересно съездить. Посмотреть, как люди живут, там архитектура другая, культура другая, все другое, и это довольно интересно. Это понятно. Даже просто вот, знаете, на каком море вы были? Ну, на Азовском море был. На Азовском. Да, Вот я вам скажу, Средиземное море очень сильно отличается от Азовского. понятно. Прям такое впечатление, А что... родился я на Черном море. Во, видите, и это все разные вещи, это Да. интересно. Вот я у океана не был, как раз хотел отправиться, только Какие тут, ваши годы? тут война, такие же, как и ваши. Так вот у меня все впереди. И Я может быть, вдруг надеюсь, будет я желание, и надеюсь, буду да. жив, здоров, значит, и у меня может когда-нибудь возникнуть желание куда-то побывать.
Ну, возникнет, так возникнет такое. И чем же все это закончилось? Или как это все проистекало по ходу дела? А что у вас конкретно? Ну, там вот вы находились то, в что этой где посадке. посадка? Да. Хорошо, дальше. Просто Дима перебил в очередной раз. Мы сбились. Ему позволительно. Он ваш коллега, ему тоже надо. Да. Ну. Вот. То есть мы 28 числа подписали бумагу о том, в Валуйках, это контракт, то, что мы не закончили. 29-го утром нас погрузили в машины, в грузовики, и вывезли в сторону сюда Изюма. Привезли сюда в 29 числа. То есть у нас уже было оружие, то есть автомат, каска, бронежилет, подсумок, 4 магазина, штык-нож. Вот и все вот наша амуниция, которую нам выдали. Вот, приехали сюда, сказали, сидите, ждите. Придет начальник штаба или командир батальона, и будет вам распределение. Ну и просидели мы так практически до самого вечера. Потом нас вроде как покормили даже к вечеру. Вот. Потому что любая часть, чтобы кого-то покормить, надо сначала поставить его на довольствие. А так вот привезли тебе 30 человек. Откуда не знаю, что они это. Ну, в общем, начальника штаба мы увидели, скорее всего, только на следующий Это если вы руководствуетесь стандартами Советского Союза, да, то так. стандартами военной службы. Советского Союза. Хорошо, пусть будет так. То есть, Ну, не пусть будет так, а так. Понимаете? Потому что у нас есть понимание, что если приехало какое-то подразделение, они находились такое-то время в пути, они прибыли туда-то, туда-то, и взяли и покормили. Я уж не знаю, как там ставится на довольствие или не ставится, и каким образом, может быть, какие-то инопланетные они технологии подключают для того, чтобы это было возможно. Но если солдат должен харчеваться 3 раза в день, то он так и харчуется 3 раза в день. А не, он сутки пробыл, его везли непонятно откуда, и он должен до вечера ждать, пока его поставят на довольствие. Когда вы говорите стандарты военной службы, я вам говорю, они бывают разные. У вас свои, у нас свои. Ясно. Вот. На следующий день нас построили с утра и начали распределять по взводам. То, что взвод 12 человек, я первый раз узнал. Я думал, раньше взвод был 30 человек. Может, штатные единицы изменились, может, еще чего-то. У меня тоже такие же данные, как у вас. То есть раньше взвод был 30 3 человек. отделения. Да, 3 отделения. То есть вот нас разделили. Сколько там было, получается, 70 человек там за 2-3 дня. Это, то есть народ понавозили. И вот наделали там то ли 4 взвода, то ли 5 взводов. То есть потом кое-как пересчитали. Потом начальник штаба нас на блокнот переписал. И все. Сказали, сидите, дальше ждите, отдыхайте. Окапывайтесь, то есть копайте себе ямку, чтобы вас не накрыло минометным обстрелом. Рассказали про формулу Пи в квадрате, что такое, как прилетает снаряд и как от него спрятаться. Это важно. Естественно, важно. Потому что большая часть здесь потерь, которые я здесь видел, это в основном от минометных обстрелов. То есть от минометных, от выстрелов, танков, пушек и это. То есть конкретно боевых столкновений, где автоматчик на автоматчика, я такого здесь не видел. Вот. Потом 1 сентября, то есть дошли уже до 1 сентября, мы так все сидели в этих кустиках в лесу. Пропустил. Где-то 31, наверное, числа нас погрузили в 2 КАМАЗа и отвезли куда-то за Изюм, в какие-то там бывшие зернохранилища, так я понимаю, где-то там стоит. Потому что там еще до сих пор были, то есть некоторые дымилось, горело, что это сказать, что обстреляли украинские войска. Да-да. Ну, мы все время у себя все обстреливаем с того момента, как Россия сюда зашла. Это странное совпадение. И я. Дальше. Что мне сказали, то я передаю. Нам сказали, вот в этом ангар стреляйте, то есть не в ангар, то есть зернохранилище длинное, это метров 200. И мы в этом зернохранилище пристреливали автоматы. Отличное место, где можно пристрелять автоматы, конечно. Зернохранилище идеальное. Оно пустое. Понимаете, если что-то пустое, то это абсолютно не означает, что оно негодное. А вот после того, как вы его порешетили автоматами, это что-то нужно чинить. Стреляли в бетонную стену.
Я понял. Бетонная стена, это же просто, она же как бы создана в зернохранилище для того, чтобы в нее пострелять. Понял. Дальше. Все, там постреляли, и потом вечером нас привезли обратно. Вот. Ну, кто хотел больше стрелял, кто хотел меньше стрелял. Ну, я выстрелил один рожок, и все. Больше у меня смысла не было. Ну, вы знали, как стрелять, вы знали, как пользоваться, потому что вы ранее это уже делали неоднократно, правильно? Ну, обучали когда-то в армии. Вот. То есть, будучи, работая на должности писаря, Да. вы все равно ездили на стрельбы и оружием вы владели. Да. Понял. Просто многие есть такие, которые вообще не имели никакого опыта. Я не знаю, может, у вас в группе такие были тоже. Ну, с каждым лично занимался командир части. Понял, да. Угу. Если что-то у кого-то что-то было не так. Ну, отстреляли вы, приехали, вернулись дальше. Все. И 1 сентября нас это построили, сказали, едем на усиление ВЧК какого-то. То есть ВЧК снимается с места, а мы должны встать на их позиции. 1 сентября мы привезли нас в лес. Шервудский лес называется. Угу. Где-то он у вас даже на карте обозначен. Вот, привезли в этот лес, поставили, то есть разделили 2 взвода, 2-й и 3-й. 2-й был взвод 17 человек, 3-й взвод был 12 человек. Вот, нас поставили в лесу, ну и говорят, что нас забыли там. Потому что привезли нас на 3 дня, а забрали только через 7 дней. Ну, как же забыли? Забрали же? Ну, забрали. Ну, они просто, когда приехали нас забирать через 3 дня, они нас не нашли. Куда поставили? А вы переместились куда-то? Нет, где нас поставили, там, а это просто нас, как сказать, приехал какой-то главный дяденька, написал, сколько он людей берет по бумажке, и отвез нас в разные места. Все. А нашему командованию об этом сказать забыл. А, ну это нормально. Да, то есть это практически сплошь и рядом. Может, на довольствие просто не поставили, кто знает. Нет, питание нас Да, я шучу. привозили. То есть было снабжение еды, было это. То есть, вот И вас забрали в результате оттуда уже. 7 числа нас привезли обратно, то есть опять же в эти же посадки. Вот, сказали, до вечера отдыхайте. Мы до вечера отдыхали, то есть, ну, 8 числа утром нас построили в 5 утра, сказали, в 6 утра выезд. Быть на связи, быть в готовности, выдвинуться на помощь подразделениям оставшимся, ну, куда нас пошлют. До 6 утра мы выдвинулись в сторону Харькова, точнее, уехали, ориентир был в деревню Веселая. Вот. Мы доехали до деревни Веселого, нас встретил какой-то полковник и сказал, уезжайте прямо по дороге, тут недалеко. В общей сложности, я понял, 18 километров мы дальше проехали и выставили нас в лесополосу, сказали, вот здесь вот занимайте линию обороны, окапывайтесь и ждите. Потому что идет прорыв на Балаклею, и ваша задача задержать войска. Вам уже задачу поставили, это хорошо. Да. Простояв до вечера, большая часть у нас, то есть были 200-е, 300-е, все опять же... Мины? Да. Некоторая часть народа слабее духом собралась и поперла по дороге. Я этого не стал делать, потому что... Это спорный момент очень, тоже опять-таки, про слабее духом. Мне кажется, сильнее мозгом. Может быть. Только я не считаю, что они сильнее мозгом, потому что они пошли по открытой дороге и их тут же накрыло минометом. Значит, недостаточно сильнее мозгом. Ну, как бы им хватило мозгов для того, чтобы додуматься, что там делать нечего. Да. Но как выйти из этой ситуации, им мозгов не хватило. Мозгов не хватило. Значит, и их да. большую часть там по дороге раскатало. Понял. Потому что миномет, такое ощущение было, вот где вот стоим, нас посвечивают и нас видно. И где вот скопление было, и когда ребята пошли по дороге в это скопление минометные выстрелы стали смещаться за их сторону. И как только они ушли на дорогу, практически минометы перестали стрелять. Понял. Угу. Так, остальные остались и... Вот, дождавшись вечера, собрав это, то есть у нас осталось 2 БМП, там 5 танков, это, и человек 20 личного состава пехоты, того, что привезли. Мы погрузились, ночью танкисты скомандовали, что им был передан приказ о том, что надо перегруппироваться в другое место, эту позицию мы оставляем. Так как это... А у нас связи не было. То есть у нас нет ни связи, у нас нет ни приборов ночного видения, у нас нет ничего. То есть
Воевали с автоматом Калашникова. Ну, вторая армия мира. Ну, может быть. Я не знаю, откуда такая информация, что это кто-то сказал, что это вторая. Ну, если кто-то говорит, значит. Я не знаю, откуда. Ну, мы это говорим исключительно с юмористическим оттенком. Хорошо, а кто первая? Я не знаю, кто первый. Вот и я про то же. Я не знаю, откуда первая, вторая взялась. Мы знаем, что есть... Вот эту фразу я услышал только, когда попал в плен. Я понял. Вот. Перевезли это с помощью танкистов, мы оттуда выехали. Мы знаем, что просто говорили, да, об этом, обо всем у вас ранее, да. Опять-таки, ну, это надо вам открывать, как-то показывать. Понятно, это мне ну, интересно. ну, Украину собирались, кто взять за 2 дня, кто за 3, кто за неделю вообще Украину взять собирался. Понимаете, очень гордились мощью своей армии, доблестью своих военных и так далее, и так далее. А на деле оказалось все то, что мы слышим из ваших историй. И поверьте, это не такая примечательная Когда я картина. услышал о том, что наши вошли в Украину, я считал, что это большая глупость. И вошли в нее сами в результате. Я же говорю, что я не за этим поехал. Да, я понимаю. Хорошо. Я понимаю. Вы можете верить, можете не верить. Естественно. Но... Ну, это что же мое как бы, да, право. это у каждого субъективное свое мнение. Мы вообще понимаете, зачем мы это делаем? Что ну, именно? вот эти вот ролики, вот это вот сидим, общаемся. Честно? Да. Нет. Мне, если честно, не сильно так это все уже интересно через полгода этого общения, да. Для того, чтобы донести до таких, как вы, точно не получится это донести. Потому что вы просто ничего не смотрите и не интересуетесь. Для этого надо смотреть хотя бы YouTube. Да. Как минимум у вас теоретически может быть 2-3 родственника таких ваших. Вот таких же, как вы, которые ничего не смотрят, ничем не интересуются, но вот конкретно в частности этот ролик посмотрят. Может потому быть. что им будет интересно посмотреть на вас. И они И задумаются. послушать. Совершенно верно. А еще есть сотни тысяч людей, которые смотрят, которые делятся, которые рассказывают. И все они прекрасно понимают, что в наших роликах за полгода вот этих интервью конкретно отражена хроника событий. Вот из первых уст. Потому что остальные такие же, как вы, точно так же рассказывают. Кто-то придумывает, конечно, кто-то додумывает, кто-то не придумывает, кто-то откровенно, искренне говорит все как есть, кто-то пытается что-то замолчать. Но в целом мы получаем вот эту вот картину из первых уст. И уж тот, кто это послушал и понял, вероятно, прежде чем идти в Украину, сядет и подумает: Я надеюсь. не так уже мне это все сильно и нужно на самом деле. Может, там обманывают, может, у нас по телевизору обманывают, он хотя бы задумается. Хотя бы, я уже не говорю там переубедить. Если они возьмут просто срез информации общий, сопоставят это с нашими интервью, они поймут, что это действительно все таки есть. Да? Но если уже до этого хотя бы не доходит, ну хотя бы какое-то разумное сомнение, чтобы у человека появилось. Обоснованное, аргументированное. Чтобы он что-то поискал, какую-то информацию и так далее. Это работает. Не так, как нам хотелось бы, правда. Я надеюсь, что вот эти ваши видео достигнут результата. Не, ну они достигают. Я говорю, просто не такого масштабного, как хотелось. Если бы они достигали, то вы бы посмотрели бы хотя бы парочку наших интервью перед тем, как сюда ехать, и, скорее всего, не поехали. Потому что вы бы узнали бы для себя, вы бы открыли для себя новый мир. Может быть, да. Да, просто, исходя из ваших слов, просто тупо новый мир. Что мы не на 50 километрах, а на 1300. Ну, это да, самый явный Самое пример. простое. Да. Да. Что 53 тысячи. 53 тысячи погибших россиян здесь, например. Что опять-таки согласовывается с общими данными и с тем, что, с той информацией, которую мы получаем на наших интервью. Хотя у вас в России их могут писать 1 тысяча, 2 тысячи, 3 тысячи. Про вот именно в России не пишут. Нет, там первый месяц вообще потерь не было. Да. Именно первый месяц, когда бомбануло именно вот этих 20 тысяч первых, самая такая жесткая партия, максимально быстро. Когда зашли под Киев, а потом от него убегали, да, там просто накрывали вот так вот, точечно, да, только под Киев. Первый месяц вообще потерь не было. Вот это когда были самые массовые потери за максимально короткий промежуток времени. А дальше, конечно, им пришлось записывать какие-то потери, просто потому что мы же начали публиковать видео всех этих погибших людей. Все эти тела обожженные, всех этих пленных. Ну как ты от этого уйдешь? Ведь это же реальные люди, у них же там родственники есть. Они же ходят и говорят: эй, это же мой там кум-брат-сват. Да. Поэтому им пришлось показывать небольшие потери все-таки, но опять-таки они их сокращают. Вот сколько? Раз в 10 сокращают. Ну, вот Если банально, не звонок. больше. Ну, пока Звук. ваши не 10. отвечают, но если мы дозваниваемся к кому-то,
а мы почти всем дозваниваемся. Там узнает мать. Она автоматически всем сразу своим подругам, родственникам. И идет лесенка такая вниз. Оповещение, это как ком, что мой в плену. И эти все потом бегут на YouTube смотреть и слышат от вас правду. Так это работает. Хотелось бы лучше, но вот как. Рекомендую всем, кто этим занимается, и кто усомнился в чем-то, исходя из одного интервью, посмотреть их 10, послушать. Можно на кухне там что-то борщ варить, я не знаю, что вы варите? Щи вы варите. Вот щи можете Почему варить. вы так считаете, что щи? Мне прекрасно. Ну, это же ваше национальное блюдо. Почему вы считаете, что это национальное блюдо? Ну, то, я не знаю, так считается, что щи это национальное блюдо российское. Российское. Да. Пусть... Не, Ну, может нет? Не Нет? знаю. Ну, так считаю. Ну, теща, допустим, мне всегда готовила борщ. Вот пусть теща варит борщ и прослушает, пока варит борщ, другие несколько наших интервью, так, чтобы картина сложилась. Теща умерла, царство ей небесное. Теща... Ну, вы не спросили же, откуда теща? Не посмотрю. Ну, кто-нибудь, я имею в виду, понимаете? То есть... Я понимаю, что у вас это считается, что борщ это ваш теперь, это, а щи это наши. Ну, я ем и ту продукцию. Знаете, я суши ем, хотя они японские. Суши я вот не ем, хотя родился с Японии. Ну вот. То есть меня вообще мало интересует. Я как с удовольствием могу за границу поехать куда-нибудь, да, и я получаю... Я долго там быть не могу, но я всегда получаю удовольствие, узнаю что-то новое. Точно так же я отношусь и к разным кухням. Всегда с удовольствием пробую, пытаюсь, там не все мне нравится, что-то не нравится. Но я не циклюсь на этом вопросе. Что ваше, что наше. Я сказал щи просто потому, что считается, что считается, что это вот ваше вот блюдо. Я другого сейчас вспомнить не могу просто. Какое еще в России национальное блюдо? Я не могу вам тоже сказать об этом. Потому что даже пельмени, говорят, тоже кто-то не русский тоже придумал. Что у русских кухни вообще, получается, нету. Русской кухни. Честно? Ну, получается так. Если сейчас мы пойдем еще в традиции, в культуру и в кухни, да, меня могут обвинить в русофобии. Давайте не будем. Не будем. Обвинять. Да, не будем. Потому что просто когда россияне пишут «Украине сало», ну есть такое, да, они там очень, очень умные, у них же там других аргументов нет, они начинают писать «Украине сало». Мне хочется ответить «Да, хорошо». Сало, лучок, хлебушек, борщик со сметанкой. Да. Это наше традиционное блюдо. России что? Украине сало, России что? И вот кроме кислых щей лоптем я вспомнить ничего не могу. Ну вот так. Хорошо. Да, это лирическое отступление. Давайте наконец-то вернемся к вашей истории. Там, где вы уже непосредственно одни ушли, их накрыло. Дальше что происходило? Вечером мы сместились на 15 километров дальше от Харькова. Угу. То есть, как танкисты сказали, 3 километра осталось до деревни Веселая. Мы встали с по обоим сторонам дороги и сказали ждать это, если пойдет колонна, то встречать эту колонну. Вот. Ну, с автоматами? Да. Ну, правда, было 5 танков, 2 танка с одной стороны. Были все-таки еще 2 танка с нами было. Понял. Вот. 2 танка, 5 танков, 2 БМП и 20 автоматчиков. То есть мы должны были встретить колонну на этой дороге. До утра мы простояли, никого не встретили. Утром нас приехали, то есть опять тут какой-то полковник. Сказал собираться, БМПхи уехали, то есть мы на 2 БМП уехали. Отвезли до Веселого. Там нам дали новую команду. Появился наш командир батальона. И на КамАЗе нас расставлял вокруг деревни Кунье. Вот. Сказал, что мы не должны... Задача была такая, что уже не дать прорваться к этой деревне вооруженным силам Украины. Все. Ну, простояв до вечера, в 6 часов вечера приехал танк, 4 БМП. Мне очень понравилось, как ребята десантировались. Мы лично, мои 10 человек, наши 10 человек, которые садились на БМП, минут 15-20 залазили, минут 20 спускались. А эти ребята подъехали
подъехал, буквально минута. Это уже ребята- вооруженные силы Украины подъехали? Да. Что-то я пропустил. Да, я тоже не понял. А где был открыт огонь в этот момент? Кто, Или кого, какое где, как? сопротивление? Где как, с Никакого какой сопротивления стороны? не было. Еще раз. ты спрашиваешь. Давайте, вы стоите, значит, да? Стоим в лесу. Да, ну. Вечер, в 6 часов вечера. Услышали, техника ездит. Стал вызывать по рации о том, ну, которую рацию нам оставили. Первый раз я рацию увидел за 15 дней. Мгм. Вот. Никто не отвечает. То есть эфир пустой. Мгм. Никто не отвечает. Что слышу шумы двигателей на дороге. Промолчали. Пока стояли, думали, что делать дальше. Подъехал танк, там, где мы стояли. Нас он не заметил. Не знаю, чудом называется. Так бы, если бы мы чуть дальше БМП стоял, он бы просто врезался в БМП. Вот. То есть проехал, проскочил, встал в лес, заехал в лес. И, говорю, потом приехало 4 БМП. Тоже уже украинские армии. Они тоже когда десантировались и пошли в этот. Вот. Никто толком ничего не разобравшись, даже украинские военные, то есть они по большей части разговаривали на русском. Мы сразу не поняли, кто вообще приехал. То ли нам подмога приехала, то ли еще чего-то. То есть... Вы же были в Украине до этого. Вы же знали, что у нас часть населения прекрасно разговаривает по-русски. И вообще каждый разговаривает так, как ему хочется. Вы же это знали. Так я понимаю, что это знаю. Я не был в Украине. Я просто говорю, что приехали это, и никто не мог понять, кто приехал. Мгм. Потому что Ну ладно. все команды Да, все да. одинаковые, у всех это все одинаковый разговор одинаковый. Форма, мне кажется, чуток отличается. В темноте не видно. А, темно. О, вы же не сказали, что темно? Я- Да. 6 часов вечера, то есть уже сумерки, Мгм. то есть практически нет. Я говорю, ребята подъехали быстро, десантировались и встали, и зашли в лес. То есть посадки, чтобы никто ни сверху, ничего не было видно. То есть и наши там стоят тоже спокойно, ничего не пойму. Ну, постояли, поговорили, там все это. И все. Потом это, когда кто-то из них там начал стрелять, вот. Кто первый начал стрелять, я не могу сказать, потому что я там был 50 метров оттуда. Вот. Я понял, что это не русские. Сказал оставшимся ребятам, тікаємо. Ну, кто-то через лес пошел. О, через ви українською мовою заговорили зразу, я бачу. Почему сразу? Это детское, ну, всегда такое слово было. Ну ладно, да. Просто, ну, не знаю, ребят, ну как это. Ну, понятно. Разговорная речь есть, у вас тоже проскакивают украинские Да. слова. Вот. Ну и кто-то пошел через поле, кто-то пошел через лес, кто-то еще куда-то ушел. То есть, ну, я так как это последняя уходил оттуда, вроде когда все ушли, все посмотрел, все тихо, никого мирно, никого нету, все, и тоже пошел вдоль леса. Наткнулся на пост украинских военных, попросил воды, мне дали попить воды, потом у меня попросили автомат, чтобы я тут это представился, кто я. Ну, видать, был какой-то определенный сигнал у военных все-таки заведен перед тем, как это начать эту операцию, чтобы друг друга распознавать. Потому что когда мне сказали, как показывают руки, покажи руки, я, видать, сделал что-то не так, поэтому они посчитали, что я русский. Ну, забрав у меня автомат, они меня это связали, и потом я попал в этот, то есть в плен. По ходу разговора вы говорили с нами. Вы говорили, я все время вижу только потери от миномета. Я таких стрелковых боев здесь и не видел. Я молчу. Молчал, Да. ничего не говорю. Вот это вот был стрелковый бой. Вы его увидели. Просто вы его увидели один раз. Да. За 15 дней один раз. Да. А другого шанса у российского военного увидеть стрелковый бой в принципе и нет. Потому что он либо гибнет в этом бою, либо попадает в плен. Я просто про что хочу сказать, что если бы у кого-то были там, никто бы и стрелять не начал. Потому что я слышал... Мы очень рады, что у вас такая армия. Я имею в виду, что, как мне потом сказали, сначала одного из наших связали, а потом застрелили. То есть связанного уже застрелили. И слышал я фразу в лесу «кончай их». Все. Возможно, это было продиктовано необходимостью оперативной. Да, я же не говорю, не спорю. Вам же ничего не отрезали?
Мне нет. Значит, не было такой необходимости. А я не Не, думал, вообще резать, ну, вообще ничего я никому не почему режем, и в говорю, принципе, что такой необходимости я нет. я слышал про бывает. такие фразы только Ну, здесь. Что кто-то, что-то, чему-то, кто-то. Нет, так я зачем-то вам могу режет. видео показать. Да что- не надо мне это видео Ну, как показывать. ваш убийца режет, действительно режет то, что то, о чем вы подумали. Нашему пленному. Не взял подумал, его, а да. услышал. То, что мне об этом в это видео пытался каждый военнослужащий Украины показать. Ну, Ну, правда, завязанными я глазами, понял, что но вам обещал. я понял, Мне что это вам не интересно. неинтересно. Хорошо. Мне тоже нет Потому что никакого. повторять такое я не собирался и не собираюсь. Я понял. Я понял. Вопрос. Вы оккупант? Я себя не считаю оккупантом. Почему? Потому что я не собирался здесь воевать. Понял. Это исходя из ваших субъективных Да. ощущений. Теперь давайте попытаемся посмотреть на это все сверху вниз и объективную картину. Исходя из объективных данных, вы оккупант или нет? Если вы исходите из объективных данных о том, что я находился в составе вооруженных сил Российской Федерации, находясь на территории Украины, Давайте Вот. так, если вы идете войной, да, то вы идете войной на Украину. Если вы приезжаете к нам в гости, вы приезжаете в Украину. все понял. Да? Если вы... я на филолога не претендую сейчас, да? Я понял. Я просто примерно, вот я слышу, Мне вы просто путаетесь в этом ребята термине, мне видимо, вам уже сказали, да? об Да, этом, что неправильно я говорю, поэтому я не На могу. территории Украины говорить нормально. Мгм. Так же, как и на территории России. Но поскольку мы не говорим, что мы едем на Россию, мы же не говорим, мы едем на Россию. Разве что если войной, но мы не собирались. А вы говорите, мы почему-то все едем на Украину. Такое ощущение, что вы все это думали постоянно войной пойти. Вот поэтому так и говорили на. А правильно вы, конечно же, правильно в Украину. Вот. Так же, Ну, как и в путаюсь Беларусь, термины. или в Россию, или... Потом, проводя США. вот это я... Ну, вот эти предлоги я немножко склонял, думал, почему, как, из-за чего. Ну вот, исходя из объективных данных, да, вы находились на территории Украины в составе вооруженных сил РФ, которые вторглись в Украину с оружием. Исходя из этих объективных данных, вы оккупант? Из этих данных я, да, оккупант. Угу. Пытаешься дозвониться, да? Ну, это уже 20-й звонок. Нет, там вряд ли будет дозвон, это потому что это все-таки WhatsApp. А WhatsApp мы только общаемся письменно в основном. Как можно с вами связаться? Я думаю, вечером сегодня будут, Если я позвоню на этот номер, ну, как на мобильный. на мобильный, можно позвонить, только не трубку не возьмут. Смысл? Нет, а какая И разница? Вы же не уточнили. Я же когда сказал, мне надо написать одно слово. В этом. Да я же скинул вашу фотографию. Фотографии не факт. Надо еще кое-что написать. Знаете, напиши. Нет. Все, сейчас такая конспирология пойдет в комментариях, что ты себе даже записывай. Бери ручку и записывай. Потому что мне иногда... Ну, там, видите, в сети... Знаешь, что мне иногда говорят? Говорят, они все спрашивают, как бабушка. В слове «как бабушка», обратите на это внимание, в слове «как бабушка» засекречено. Сколько вы передали зашифрованных сообщений, моргая? Кому? Я не знаю. Моргая во время интервью. Потому что ну, моргая если- во время интервью, вы тоже передаете какие-то зашифрованные Ну, сообщения. я Нам думаю, пишут так. все зависит от нервов, глаза. Нет, это- я про азбуку Морзе, про то, что вы передали шифровку. Кому именно? Это вы должны знать и нам рассказать. Наверное, вашим подписчикам. Ребят, Это- поймите, подписчики, поймите. В этой войне со стороны Украины все настолько открыто, ясно и предельно понятно, что бы они там себе не передавали, это ни на что не повлияет. Потому что мы обладаем всеми данными. И если уже говорить так глобальнее, наша разведка обладает всеми данными. Поэтому то, что может передать рядовой российский солдат или даже офицер своему сыну, это ни на что вообще никак не повлияет. Если у них есть там какое-то кодовое слово, пусть напишут, даже интересно. Что это такое может быть? Или кодовая фраза. Вы нам скажете, что это за фраза такая? Мгм. Покорми рыбок 16 раз. Нет, я не верю. Прочитай.
просто прежде чем я это прочитаю Я еще не вслух, отправил. просто прежде чем я прочитаю вслух, вот я просто, Какая-то- давай, в нет, чем это кодовый? я понял, Да это, не, ну давай не озвучивай. Это не, это просто абсолютно банальная фраза. обычная тупо фраза любого человека к другому человеку. И все. Да, только мы Ну перед тем... отправляйте. Вы, ну, Можно, да? Ну конечно. Все. Ну все. Это не шифровка, ничего, просто... Нет, даже если шифровка, она на уровне, я так скажу. Да, это какой-то код да Винчи просто. Привет, солнце, как увидишь это сообщение, отпиши. Я не знаю, можете попробовать попереставлять эти буквы в разном порядке, может там Может быть. действительно... Знаете, что такое стеганография? Стеганография нет. А криптография? Криптография слышал. Ну, вот. А стеганография это наука, которая позволяет зашифровать скрытое сообщение в каком-то там, на картине, например. То есть нарисована картина, и там где-то, кто знает, если туда смотреть, то можно прочитать какой-то текст или понять смысл. Индийцы еще это использовали. Началась Я эта понял, штука. ты изучал там, все. Да. Потом Нет, вот запишем отдельный ролик, Дима, Это ж про то, что тут криптографии столько навалено, что в Да, этом сообщении. давайте пару общих вопросов, да и будем уже заканчивать. И что вы думаете вообще про эту всю войну, уже теперь, когда вы о ней кое-что узнали? Я думаю, что это глупое и бессмысленное. С кем вы воюете? Я лично ни с кем. Ну, все же вы косвенно или прямо как бы принимали участие в военных действиях. Вот с кем эти были? Против кого были эти военные действия? Военные действия велись против украинского народа. Против вооруженных сил Украины в частности. Просто, опять-таки, если бы вы смотрели телевизор свой, вы бы знали, что у вас объявлена спецоперация вот эта вот по Да. некой денацификации, так изначально было доложено вашим бункерным этим фюрерам. Якобы были какие-то группы нацистов, с которыми вы собирались воевать. Он даже еще такие слова говорил вооруженным силам Украины: сложите оружие, нам с вами будет проще договориться, а вот эти вот группы нацистов во главе с вот этим нацистским режимом, мы их быстро всех победим. Потом как-то шла эта война. Очевидно стало, что эта история про нацистов как не очень проходит, потому что становится понятно, что воюют с вооруженными силами Украины. И тяжело там выделить какие-то определенные группы, потому что и тот же Азов, и тот же Айдар, и Кракен, это все подразделения просто вооруженных сил Украины, причем официальные, наемников у нас нет. А что И такое сейчас, ВЧК? подождите, и сейчас по вашему телевизору говорят, что вы воюете с НАТО уже теперь. Потому что получать люлей от ВСУ как-то вам не с руки, второй армии мира. И поэтому теперь уже это все преобразовалось в НАТО. То я просто... Много натовцев увидели вы здесь? Я не видел натовцев, потому что был с завязанными глазами, когда это. А вопрос у меня другой возник по поводу вот этих все вооруженных сил. А что такое ВЧК на территории Украины? Что такое ВЧК на территории Украины? Он это слово говорил 47 минут назад. ВЧК это военная частная компания. Я не стал. ЧВК. Да, но он ЧВК он это... 47 минут назад его сказал. Смотрите, ВЧК, но я не стал. Я понял. ЧВК это частная военная компания, Которая финансируется кем? Пригожиным. А кто такой Пригожин? Он спросил Пригожин? на территории Украины. У нас нет ни Ну, одной. есть у нас на территории Украины вагнеровцы, которые финансируются Пригожиным. Он Да, я про сейчас даже Украину, видео про покажу. Украину. А они на территории Украины воюют в составе за Россию. Да, что не так? Меня лично брал ЧВК Барс. Возил сюда, привез ЧВК Барс. Точнее, не сюда вот конкретно, а где-то под Харьковом. Наше? Да, то, что когда нас везли в машине, это ребята просили прокричать «Слава Украине», мы прокричали. Да. Потом они еще, я так понимаю, на видео снимали, кричали «Прокричите «Слава ЧВК Барс». Это ваша ЧВК Барс, боевой армейский резерв. У вас там в помещении, где вы находитесь, ваши коллеги есть из Барса. Есть Барс 7, Барс 19, Барс 20.
Он имеет в виду, что у нас в Украине есть ЧВКшники. Ты не услышал вопрос. У нас Я нет сначала хотел просто ответить и объяснить, что такое ЧВК, и показать это на видео, Да. что есть ЧВК, частные военные компании, в которые набирают уголовников, убийц, зэков, и они никак не оформлены документально. Это как раз работает в России. Показать вам видео, как их набирают? надо. Не хотите, Не потому хочу. что вы мне такого аналогичного видео про Украину не покажете. Я ничего не Дальше покажу. я не знаю, как вам объяснить, что такое барс. Если вы по-украински читаете, то можете взять и прочитать. 14-я бригада специального предназначения «Барс». Внутренние Войск. войска. Вот. Я вот и говорю, что вот Внутрішні війська, да. Только не ВЧК, а военная військова частина у нас это может быть. ВЧ. ну, то есть, знаете, войсковая часть Ну, получается. конечно. Всё, у нас хорошо. вообще нет. Не, такого понимаете, просто, понятия. допустим, когда я служил в отряде, допустим, Мгм. да, у нас тоже у отряда, то есть нумерация не всегда писалась. Вот Google открываете и смотрите. Что такое БАРС? Подразделение Министерства внутренних справ Украины. Да. Вот, то есть я служил в отряде «Тайфун». То есть у нас также, я почему для себя хотел это уточнить. Всё. Всего лишь навсего. У нас просто с этими... Вот этими аббревиатурами много может вводиться. Конечно, может. Конечно, может. У нас и из Израиля люди воюют здесь, за Украину. Вот ребята, с которые израильскими из Барса, корнями. они говорили, что у них, у вас и... И с Израиля, и с Британии, да, это люди, у которых там корни из Украины, или которые из... Вот только у нас нету такого понятия, как создать какую-то охранную фирму, и через эту охранную фирму вербовать людей для отправки на войну, которые не являются штатными военными. Это как раз таки есть у вас. Вот это как раз таки убийцы, головорезы, которые просто за бабки едут убивать. А у нас все эти люди приезжают, проходят проверку, переподготовку, вступают официально по контракту в вооруженные силы Украины или в подразделение МВД, например, и едут, да, воевать. Вот только это не наемники какие-то, как у вас это принято говорить. А вот и все. Потому что, очень просто, например, взять какого-то человека и дать полуправду, называть его наемником. Но он не наемник, он официально у нас воюет за Украину, против агрессора, против России. Когда я вас спрашивал, почему вы, как вы относитесь к этой войне, например, вы знаете, что такое ленд-лиз? Вот Штаты нам Ленд-лиз, помогают. я знаю, да, это у нас... что-то- Еще он не заработал, кстати, да, на самом деле. В ноябре, да? Октябрь-ноябрь должен заработать. Октябрь должен заработать ленд-лиз, но о нем уже очень много всего сказано, потому что помощь и вне ленд-лиза шла Украине все это время. А почему? Почему нам помогают? Почему нам помогает весь мир? А можно тебя спросить, Да. то, что вот преподносят через средства массовой информации про ленд-лиз, чем будет расплачиваться Украина? Мне хочется вас прям хлопнуть по плечу. Прям молодец. Вот я люблю, когда люди приходят, и вот то, что они где-то слышали краем уха из Вот я и российской спросил, пропаганды, да. они бац и мне валят. Вот Ничем. я хотел бы, вот я спросил. Отвечаю, ничем. Все. А что такое Нет, тогда ленд-лиз? у вас А больше теперь- вопросов теперь нет? что такое ленд-лиз? Не, подождите, у вас по оплате вопросов больше нет? Вопросов нет. Смотрите. Про оплату нет. Смотрите, ленд-лиз это абсолютно безоплатная история, да? Такая же точно, как и была. Вы знаете, что она Советскому Союзу была предоставлена? Да, была предоставлена Советскому Союзу, который Советский Союз еще платил до 90-х каких-то годов. Во Второй мировой войне. Да. Что значит платил? Потому что возвращал то, что было поставлено Америкой. Если ты хочешь себе, вот в рамках того ленд-лиза, который сейчас, да, у нас, Да. объясняю вам, как это происходит. Нам дали 10 танков, условно, да? Мы, 5 этих танков пришли в негодность в результате боевых действий. Мы за них не платим. Мы платим только за те 5 танков, которые у нас остались из предоставленных после военных действий. То есть после военных действий мы эти 5 танков возвращаем обратно. Да, мы их можем вернуть или за них заплатить. Потому что в России ходит такая мысль, что предоставлением нам ленд-лиза Америка нас берет в безвременное и бессрочное рабство, потому что мы никогда не сможем за это рассчитаться. Нет. Так При же. том, что этот вопрос еще будет дополнительно обговариваться. Я могу прочитать официальную формулировку. Каждый может открыть Google и прочитать официальную. У прочитать. них же пальцы не поломаны. Время сейчас у вас тоже. Да. Вот. Плюс еще, опять же, тоже по, как же вот говорите, новостям тоже проскакивали, что, допустим, та же самая Польша
претендуют на часть территории Украины со стороны. За свою помощь они хотят тоже что-то. Знаете, наверное, если бы Польша бы претендовала на часть территории Украины, им было бы сейчас очень удобно вообще наблюдать за тем, что делает Россия просто. Даже немножко, может быть, им помогать, а потом зайти и обескровленную Украину, часть Украины взять. Логично. Но Польша — это один из наших ближайших союзников и один из наших ближайших народов-побратимов. Польша — это самодостаточная страна. У них все прекрасно, у них все хорошо. Я последний раз был в Польше. У них прекрасные дороги, у них прекрасная инфраструктура. Кстати, у вас дороги тоже хорошие. То, что я видел, ваши дороги, это гораздо лучше. Это нет, то, что давайте с Россией вообще ничего не будем сравнивать, потому что это нас оскорбляет, в принципе. Вот. А в Польше лучше. В Польше лучше. Польша прекрасная страна. Но им достаточно, в отличие от России, например, им достаточно своих территорий, которые у них есть. То есть никаких, вот эти все рассказы о том, что те от нас, те от Украины, вы так сильно переживаете просто за Украину по своему телевизору. А я вам скажу, что если бы по вашему телевизору Украины не стало бы, просто исчезла бы Украина, и вы начали переживать за свои проблемы вместо проблем Украины, то вам сразу стало бы жить немножко лучше. Даже зарплата, возможно, у вас бы выросла. Я понимаю, вы абсолютно счастливый человек, но, может быть, вам не помешало бы. Может быть. Да. А вы все время про Украину вся. Вы так волнуетесь за Украину, переживаете. Потому а что мы знаете, чего хотим? Одного, украинцы. Мы чего хотим? Украинцы. Да? Чтобы вы перестали просто про нас думать. Вообще. Забыли. И после этой войны, даст Бог, когда она закончится, мы будем делать все, лично я буду делать все, чтобы какие-либо связи между нашими странами просто оборвались. Слушайте, живите там у себя, делайте, что хотите. Могу вам пообещать то же самое. Когда я буду у себя, я так же, как я жил раньше, так же телевизор не включал и включать не собираюсь. Если бы вы сюда не приехали, вы, я считаю, это самое, жили себе да и жили. Понятно. Да, только вы приехали и рассказали нам сказочную историю, которую рассказали. Но тем не менее, что еще? Вопрос у вас. Не, вы спрашивали, хороший вопрос мне понравился про Польшу, хороший вопрос мне понравился про ленд-лиз. Еще что-нибудь, что-то такое, наверное, же есть заковыристое? Заковыристых-то нет, в принципе. Просто говорю, то, что преподносится в средствах массовой информации, которые я частично смотрю, частично не смотрю, такие вопросы проскальзывали. Вот мне почему было интересно, как смотрится с этой точки зрения. Ну, единственное, что я могу подсуммировать для россиян, вам намного проще дома послушать нашу точку зрения и почитать наши паблики, или даже задать мне вопрос каких-то. Да есть их полно, вон Телеграм открыт, открываешь, сколько хотите. Вон, так как называется мой канал, вон в Телеграме вся текущая информация. Не обращайте внимания, я там называю вас рашистами, правда? Это пусть будет. Да, ну потому что это собирательные от фашисты и нацисты, поэтому, ну, а это подтверждается объективными данными, потому что вы вторглись на нашу землю, пришли, мы вас здесь не ждали, вы здесь никому не нужны. Вот, поэтому я вас так называю. Но если вы хотите почитать, можете заходить и читать. То есть я имею в виду, что вам, сидя дома, намного проще получить эту всю информацию, в ней разобраться, нежели приехать в Украину, погибнуть или попасть в плен. Этот путь сложнее. Вот и все. Передайте что-нибудь другим россиянам, которые могут вас услышать. Туда? Куда лучше? Туда. Хорошо. Этот запасной. Ясно. Что я могу передать россиянам, которые меня могут услышать? Ребята, все, что показывают у нас по телевизору, полная ахинея. Приезжая сюда, здесь увидишь совершенно другую картину. Вот. Поэтому наша доблестная, как говорят здесь, вторая армия в мире, на самом деле, как была говном, так и осталась. Вот. Как у нас было воровство в вооруженных силах, где каждый прапор под себя тащил и греб, так и осталось. Это я убедился на своем собственном опыте, когда сюда приехал. Мне выдали большую часть обмундирования, то есть то, что положено военнослужащему. Все, что сказали, все приедете туда, будет вам выдаваться по факту. Вот, там на своем месте, там все найдете. Не видел я здесь казарм, я видел здесь только леса и поля, которые поля сплошные, в принципе, сказали, туда не ходите, тут все заминировано. Может, там и мин уже нету, они все взорвались, а может быть и есть. Но никто рисковать об этом не хотел. Поэтому как все это будут люди разминировать, я даже представить себе не могу. Что еще? Здесь
в Украине. Свой народ, у них свое мировоззрение, и они сами считают, и они считают себя здесь правыми, поэтому сюда вам, россиянам, ехать нет смысла. В принципе, все. Ну, нам еще города отстраивать, кроме того, что поля разминировать. Да. Да, все, ну, финал. Мне понравился. Про армию особенно.